Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал о ТПА и не только. И сегодня мы в гостях на производстве у компании Полимер Быт в Москве. Это один из крупнейших производителей изделий бытового назначения, может быть даже крупнейший в России. Вы можете найти их изделия на полках любых супермаркетов, гипермаркетов. Далее мы увидим, какие изделия они производят и как у них все устроено. Попытаемся незаметно снять какие-то производственные секреты. Мы планируем снять у них на производстве целую серию роликов, которые будут выходить после этого ролика. Но, к сожалению, когда они будут выходить, вы их не увидите. Потому что вы еще не подписались на наш канал и не нажали здесь вот колокольчик внизу. И заодно после этого обязательно нажмите лайк. Это нам поможет продвинуть наш канал и наши ролики в алгоритмах поисковой системы. Ну что, давайте смотреть. И в этом видео нам поможет и все покажет Александр. Да, меня зовут Александр, я руковожу службой электронщика на предприятии. Так, здесь хранится материал. Первоначально сырье привозят сюда, да, здесь мы его растариваем в нашу централизованную систему подачи сырья. Это большие силоса, которые вы видели на предприятии. Вот. И отсюда уже по трубам сырье расходится по машинам. Да. Это полипропилен, да? Полипропилен. А вот сколько примерно здесь сейчас тонн полипропилена? Без понятия. Очень точно. Это силосы, да? Их несколько штук. Да, это силоса. Здесь 12 штук, здесь 7 штук. Вот еще достаточно много, да. И в каждом цеху промежуточная станция загрузки сырья. Ну, то есть сколько помещается вес или объема в каждом силосе? Ну, каждый силос по 100 тонн. То есть больше, сколько, 27 силосов получается под 2700 тонн? Ну, поменьше, там около 20 силосов, да. Ага. Больше 2000 тонн. Ну, да. Так, вот заходим в греческий зал. Постройки еще времен довоенной, да? Ну, предприятие достаточно старое, да, 30-х годов. Ага. Это был первый завод по производству пластика в Советском Союзе долгое время. Потом уже появились конкуренты у нас и прочие предприятия. А так это был единственный завод по пластику. И вот еще в начале прошлого века уже завод именно по пластику специализировался. Ну да, да. Тогда, конечно, была другая технология, не литье. То есть пластик прессовали, даже не пластик, а там была другая субстанция. Ага. Вот, ну все делали здесь, да. То есть было прессование раньше, а потом, когда технология поменялась, да? Да, на литье перешли достаточно, не так давно. И цеха стоят еще с тех времен. Да, да. Так, вот заходим в цех. Здесь хранятся, это новые формы или это, Это разные формы, да. работающие формы? И работающие формы, и новые, да. Ну, машины примерно все одинаковые, разные производители, японские, итальянские, китайские в основном в последнее время. А сколько машин стоит в цеху здесь? Ну, у нас две площадки, мы сейчас с вами на первой площадке, есть еще вторая. В общей сумме примерно 120 машин. Большая часть из них оснащена роботами. И получается две площадки, и на этой площадке 4 цеха, да? Да, 4 цеха, да, все правильно. Машины каких годов выпуска вот это вот? Совершенно разные, есть старые это машины. вот японские машины, да? Это каких годов? Японские электрические машины, это достаточно свежие, лет 6-8. Вот. А так, в основном парк машин гидравлический. Это вот 450 тонн машина. Да, тоннаж машин разный, от 100 ну и до 1200. Ну, для электрички 450 это довольно большая машина. Да, отлично. Самая большая электричка у вас, да? Ну, из того, что есть, да. И робот на ней стоит. Этот робот тоже японский или это? Робот итальянский. Итальянский. Да. А что она производит? Или сейчас на ней форма не стоит? Ну, там стоит форма, какая-то крышка. Что-то тонкостенное, да, производит на электричках? Ну, на эти машины, да, мы ставим тонкостенные изделия, потому что, ну, удобнее, достаточно много настроек на японских машинах. Там, где точность нужна, да, более высокая повторяемость. Да, более простые изделия на гидравлике. А на японские машины электрические ставим такие сложные. То есть из доп. Оборудования здесь вот видим роботы, да, стоят почти что на каждой машине. Да, здесь помимо того, что есть робот, еще есть АМЛ станция небольшая для плавления этикетки на изделие.
достаточно хорошее изделие, интересное. Ну, в данном случае это контейнер для кошачьего корма. Точно такие же контейнеры могут быть для стирального порошка, вот мы видим, на машине стоит. Шикарное изделие, очень классное, качественное. Здесь фишка в том, что в нее вплавляется этикетка по технологии AML, да? Технология, вплавляемая этикетка. Да, крутая штука, красивая, эстетичная. Так, вот мы видим, еще стоят кран-балки, да, небольшие. Это для того, чтобы пресс-формы вешать, да, вы их используете? Да, в каждом цеху стоят карабалки, ну да, с помощью них. А сколько поднимает эта грузоподъемность? Здесь небольшая, здесь до 2, по-моему, тонн. Ну, хватает как раз для пресс-формы. Да, да. А вот эти трубы идут, это для централизованной подачи сырья, да? Централизованной подачи сырья. Получается, загрузчики стоят, да, на каждой машине? Да. А куда одеваются литники или все формы У горячеканальные? нас литников практически нет. Старые формы устаревшие. Осталось пару штук, но практически у нас таких нет. Это старых. То есть в основном горячеканальные? Да. Многозонные. Вторичку, вы, получается, не работаете, да? Ее не перерабатываете? Вторички тоже работаем, но на тех изделиях, которые менее требовательны к качеству, да, какие-то там мусорные ведра, например, и прочее. Если это пищевое назначение, то, конечно, там будет первичное высококачественное сырье. То вторичное. Можем по цеху немножко пройти, вот, посмотреть, поснимать. Вот это итальянские, да, машины стоят? Это старенькие итальянские машины, да. Это каких годов? 90-х? Ну, возможно, да. Если он гидравличка. Да, она гидравлическая и без старой системы управления. Ну, еще работает или она уже стоит на утилизации? Работает. Все оборудование все-таки поддерживаем в рабочем состоянии, несмотря на года. Для своих функций вполне хватает. А это уже другой цех или это считается тоже? Здесь небольшой участок, там старые маленькие машинки без роботов. Японские машины, Ага. а это негребойский итальянец. Да, все правильно. А вот это вот, что это, тоже какая-то технологическая линия? Это промежуточная станция закачки сырья. А, станция для закачки сырья. Ну, поскольку этот цех он немножко удален от силосов, то чтобы быстрее закачивать сырье, ставят такие станции. По станции где подача сырья? А, вот это вот стоит. Ну, закачка сырья, да. Ага. То есть там стоит какой-то типа насос, да? Насосик, Который дает раздавление. Так, это уже второй цех. Да, как он называется? Тот был греческий зал, португальский зал. этот португальский зал. Соответственно, ожидаем увидеть здесь португальские станки, Здесь да? крупные машины стоят, да. Ага. От 420 тонн до 1200, по-моему. Ага, более крупные, Да. чем там были. 700 тонн, 500, такие машины. Это, смотри, участки, где формы хранятся, они возле каждого станка, да? Да. Те формы, которые на Ну, станке нет, не используются. совсем. То есть это, да, не у станков, а в цеху. То есть эти формы, они привязаны к этому цеху. Ага. То есть крупные формы на крупные машины. Тут про пресс-форму мы планируем снять отдельный ролик с вашими коллегами. Рассказать, откуда они берутся, как заказываются, где производятся. Это машины, это португальские, видимо, да? Не совсем. Это итальянские машины, Бираги, гидравлические, очень хорошие машины. Гибкие в программировании, надежные, классные машины. Ну и такие же роботы итальянские. А, вместе заказывались у них в комплекте, да? Ну нет, все по отдельности, в разные года. И по сравнению с китайцами машины более удобные или более возможности Они выше? лучше, они лучше. То есть китайская машина и точно так же робот, он приходит, его нужно дорабатывать, он из коробки не работает. Он может быть недооснащен, то есть, ну, так себе. То есть китайские машины, они позволяют работать только по жестко заданному алгоритму. То есть форма сомкнулась, человек подошел, произошел впрыск, выдержка под давлением, декомпрессия, охлаждение, раскрылось, все. Ну, с гидравликой еще можно там как-то поиграться. Вот. А если какая-то нестандартная форма, где нужно сначала раздвинуть гидравлику, потом приоткрыть форму, потом какие-то другие штыри выдвинуть, еще такое, это уже здесь не сделаешь. Это именно логика в контроллере ограничена или да. ограничена железом? Программное обеспечение. ПО. Программное обеспечение, да. Ну, в том числе и оборудование, потому что то есть, вот, для того, чтобы параллельные операции выполнять на машине, надо, чтобы было два насоса. Чтобы два контура гидравлических.
У них там этого нет, например. Вот. Ну, сложности с китайцами есть. Если итальянская машина, там, 30-летняя, у нее это все есть, там, любую программу можно написать произвольную совершенно, то есть абсолютно разных последовательных операций. Ну, китайец, он очень примитивный. Вот. И у него гидравлика очень такая отсталая, то есть уже, ну, это старые машины прошлый век, можно сказать. А роботы Китайские. это итальянские довольно старые, да, тоже? Итальянские роботы старые, но они сейчас гораздо лучше новых китайских. То есть в Китае мы нашли более оптимальный вариант поставщика роботов, завод, но даже он ну, отстает сильно от итальянских роботов. Именно по электронике, по Программному ПО, обеспечению, да. а по железу, по прочности, По по железу механике хорошо, примерно механика, да, она нормально, все работает, шевелится. А программирование, оно достаточно ограниченное. гибкость настроек у китайцев ниже, чем у европейцев, Да, да? конечно. На более стандартные процедуры. Только это нас останавливает от того, чтобы избавиться от старых итальянских роботов. Мы за них цепляемся, ремонтируем всеми силами. Ломаются. Ну, конечно, да, конечно. А что у Изнашивает. роботов ломается чаще всего? Ленты? Ну, есть какие-то быстро изнашивающиеся вещи, подшипники, управляющие, ремни. Вот. Ну и механика, редуктора. Вот. Со временем выходит из строя там, привода, например, столовые. Вот. Пульты тоже там, дисплей подсаживается. Ну, все со временем приходит. Вот. Получается, вот эта машина, она выпускает вот такие крышки. Да, это крышка с плавляемой Плавленными этикеткой, специально этикетками. многослойная этикетка, которая поляризуется с одной стороны. У нас в России их прекрасно научились делать. Раньше поставляли в Турцию, Италию, сейчас все делают в России. Получается, робот берет этикетки отсюда, да, 4 штуки, Берем картинку, заряжаем ее. складывает 4 гнезда формы, Да. берет этикетки, пока изделие остывает, и ждет, когда изделие остынет, чтобы одновременно забрать изделие и вложить этикетки для новых изделий. И дальше что происходит с изделиями? Дальше они идут в упаковку куда-то в склад. Некоторые изделия мы комплектуем прямо на машине, Ага, вот на столике, да? чтобы побыстрее все это происходило, да. Те изделия, которые невозможно на машине комплектовать, выпаковать, у нас есть участок комплектовки, Ага. все это везется туда и Это вот большой чиллер. Он охлаждает все оборудование в этом цеху. И интересно, что теплый воздух, который из него выходит, зимой он нагревает цех и направляется вот в эту воронку. А летом, когда жарко, он направляется на улицу. И цех не нагревает. Ну, получается, сколько у вас всего форм на производстве, сколько номенклатуры изделий? Пресс-форм у нас больше 1000 штук. Больше 1000 штук. Да, с каждым годом количество их растет. Вот мы сами разрабатываем пресс-формы. А что по обслуживанию, по ремонту оборудования сами производите или привлекаете сторонних? Техобслуживание производим сами. У нас избиратель техобслуживания и ремонта. Каждая машина регулярно и роботы проходят ремонт, обслуживание. Ну, собственно, благодаря этому многие машины 30-летней давности до сих пор в строю. А вот как с европейскими машинами, к ним запчасти, откуда берете? Или Запчастями делаете сейчас сами в России где-то? запчастями сейчас трудности, поэтому какие-то вещи можем купить, долго ждать, а какие-то вещи можем заменить своими разработками. Получается, вот как у вас разделяется ремонт на обслуживание вот по людям? Это гидравлика, электроника, механика, это отдельные люди специальные, которые... У нас на заводе несколько служб. Служба электронщика, механика. Да, то есть в зависимости от неисправности занимается та или иная служба. А какие машины сложнее ремонтировать, европейские или китайские? И те, и другие сложно. То есть ни там нет нормальной поддержки на самом деле. Даже, я бы сказал, с европейскими машинами, которые сейчас под санкциями, трудности есть, но все равно какая-то поддержка есть. Вот. С китайцами гораздо сложнее. Поддержки меньше. Да, то есть ее нет практически. А обслуживанием и ремонтом занимаются одни и те же люди или это два разных Да, отдела? это одни и те же люди. Одни и те же люди. И на самом деле электронщик обычно на обычном заводе электронщик занимается только ремонтом. То есть если что-то сломалось, его зовут, он отремонтировал, пошел заниматься своими делами. У нас немножко по-другому. То есть у нас электронщик занимается не только ремонтом наладки, но и текущими заменами, программированием, то есть оснасткой роботов и прочими вещами, которые обычно делают наладчик.
То есть заменой пресс-форм тоже занимается та же служба, что и обслуживание машин, да? Ну да, работает. То есть как наладчиков у вас нет, да, такой позиции? Есть, конечно. В каждой службе есть разделение, наладчики, механики, там, и так далее. А по пресс-формам это вообще отдельные люди? Это другая служба, да. Другая служба. То есть она их обслуживание, ремонт, это не те, кто занимается обслуживанием ремонтом машин. Ну да. То есть оборудованием, машинами, роботами занимаются две службы на заводе, а остальные, да, есть служба, которая занимается только пресс-формами. Это был пластмассовый енот, и это было производство компании «Полимер Быт», одного из крупнейших, а может быть даже крупнейшего производителя изделия для бытовых нужд в Российской Федерации. Спасибо большое, Александр. Пожалуйста. Надеюсь, это было интересно. Пожалуйста, оставляйте комментарии, как и в нашем видео, что бы хотели видеть еще. Может быть, что-то не показали из того, что было бы вам интересно. Спасибо за внимание. И главное, помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.